Джулия, здравствуй. Добрый день, Геннадий. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Джулия войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Джулия, придай своему телу самое удобное положение и расслабляйся. А теперь на счете 3 ты подключишься ко всей информации, связана с кораблем Титаником. 1, 2, 3. А теперь я посчитаю от 1 до 3, и ты мне скажешь, какие первые образы видения ты воспринимаешь, входя в пространство Титаника до кораблекрушения? 1, 2, 3. Роскошность, богатство, радость, высокомерие, да, Немножко поближе микрофон. да, есть. Какое отчетливое физическое ощущение ты испытываешь в теле сейчас, связано с этим местом и временем? Восхищение пространством, внутреннее ожидание чуда, радости, нетерпение. Это будет что-то волшебное, непредсказуемое. Какой фоновый звук преобладает на палубе или внутри в эти первые часы? Звук оркестра, радостные разговоры, которые переливается в море разных звуков. Звон бокалов, подстукивание каблуков в деревянный пол. До того, пока они доходят до покрова. Да, Почувствуй, с кем ты сейчас можешь телепатически связаться, кто более расположен к этому. я вижу маленького мальчика, ему Мгм.
лет 8-9. Какая первая глубокая эмоция передается тебе от него? Восхищение, величина всего, что я вижу. Я вижу огромную шанделея, люстру. Она огромная, золотистая, и она мергает всеми цветами радуги. И это меня завораживает. Я просматриваю это все, и мне очень интересно наблюдать за всем, что происходит вокруг. Меня зовут Джеймс. Мгм. Хорошо, пока отключись от него на счете 3. 1, 2, 3. Да. Какая, казалось бы, незначительная деталь в комнате или в коридоре, где ты находишься, привлекает твое внимание? Не чувствую вообще никакое напряжения. Все очень веселые, все очень радостные. Все улыбаются друг другу. Не чувствую вообще никакого напряжения. Все кажется волшебно. Что ты знаешь сейчас, в этот момент регрессии, о судьбе корабля, без того, чтобы это было еще травматично? Есть план уничтожить этот корабль. Есть план уничтожить несколько главных людей там находящихся. Для этого всего и был придумано это все шоу. Собрать самых главных, самых знаменитых, самых влиятельных, для того, чтобы их эра закончилась очень быстро и невозвратно. Какой специфический запах определяет для тебя этот первый опыт на Титанике? Запах, который я чувствую, я осознаю, что это он такой как бы пластмассовый, не настоящий. Для того, чтобы закрыть запах плесени. Когда что-то воняет, я говорю про тонкий план. Когда что-то воняет, ты пытаешься перебить этот запах очень сильным запахом, чтобы закрыть настоящий запах. И я чувствую то же самое на этом корабле, что важно, чтобы все чувствовали себя расслабленными, чтобы собирали как можно много радости, позитивных эмоций. И даже не думали о том, что может что-то случиться плохого, так как изначально
В рекламе было сказано, что этот корабль никогда не утонет. Он не может утонуть. И все этому поверили. Да. Какой цвет кажется доминирующим в твоем восприятии сейчас? И почему ты думаешь, что он значим? Оранжевый и золотой. Золотой для того, чтобы показать роскошность и богатство. Оранжевый, он успокаивающий. Он умиротворенный. Он показывает сексуальность. Разве не так? С другой стороны, ты подумай, какие одеяния носят Мгм. буддисты в Тибете. Это скрытый смысл Мгм. этого цвета. Это семья, но это и сексуальность. Это радость и это страсть. Что ты чувствуешь под ногами? Ковры, а под ними деревянные полы, которые сделаны из очень хорошего твердого дерева. Оно все блестит лаком. Везде ковры и молодые девочки, иногда даже женщины, подыгрывая, подтанцывает на полу, чтобы услышать звучание своих каблуков, потому что слышно эхо. Чувствуются какие-то вибрации от пола? Оно не вибрирует, но когда идешь, создается какой-то звук такой, эхо. И от этого становится очень весело. Что резко меняется в атмосфере, в энергии, в звуках? Люди расслабляются, они привыкают к этим сверкающим и сверкающему свету, к этим с этой роскоши. Это как в самом лучшем дому Лондона, но это все на воде. Это так интересно, что можно быть в роскоши, но выйти на палубу и смотреть вдаль, в воду. Это незабываемое ощущение и возможности богатой жизни, а также свободы и полета души. Какой он первый тонкий признак перемен? Никто ничего не чувствует. У всех эйфория. Все идет по плану. Еда вкусная, напитки
Они крепкие, женщины красивые, наряженные, мужчины галантные. Все как в самых лучших домах Парижа. Все радуются, не чувствуется никакого ожидания, тревоги никакой не чувствую. Каждый занимается тем, чем хочет заниматься. Жизнь проходит очень радостно. Все на высоких вибрациях. Я не вижу ни одного, который бы грустил. Может, кто-то где-то там в нижних палубах, но тут, где я нахожусь, тут все очень, очень роскошно. Не чувствуется тревоги вообще от слова совсем. Как реагирует твое тело на это первое изменение, незаметное для других? Я вижу, как на тонком плане начинает собираться сущности, как грифы на поле битвы для того, чтобы насытиться. Они приходят ниоткуда. Просто начинает собираться. Тот вечер перед самым главным происшествием. Там больше сущностей, чем людей. Они знают, что будет происходить, и они пришли для того, чтобы собрать ту энергию страха и страха и беспомощности, которые будут происходить. Тем самым они будут забирать души, которые им принадлежат. Хотя люди этого еще не осознают вообще. Какую телепатическую информацию ты получаешь сейчас о состоянии корабля до официальной тревоги? Мне идет, что этого корабля ждет какая-то подводная лодка. Хотя в том времени официально подводных лодок не было. Но там есть что-то такое, что ждет, что готовится. Это небольшая лодка, но она сделана из какого-то необычного металла, очень твердого. Я бы сказала, неземного. Это какие-то старые, забытые технологии, которые еще были в использовании не в открытом пространстве, только секретно.
Они знали, по какому пути они пройдут. Они знали, что будет происходить и когда. И для того, чтобы никто не продумал про них, про этот, сегодня я бы назвала какой-то террористический акт. Вся беда была сброшена на айсберг, хотя айсберг не сделал бы такую дыру, и корабль так быстро не пошел бы ко дну. Именно в самом тяжело, в самом глубоком месте. Спасаться было очень тяжело. Это было рассчитано на то, что после этого удара не спасется никто. Посмотри, какое выражение ты видишь у того мальчика, и что оно тебе раскрывает. Паника. Каждый думал только о себе. Каждый пытался спасти свою шкуру. Все эти рассказы про то, что спасали детей, женщин. В этой ситуации каждый спасался сам. Спасал свою семью, своих любимых. Но кто-то другой, чужой, никто не спасал чужого. Какое внутреннее решение, малое или большое, ты чувствуешь, принимается вокруг тебя в эти ключевые моменты? Вода очень холодная. Остаться в ней практически невозможно. Корабль идет вниз очень быстро. Люди в панике. Они в огромном страхе, и они не могут думать логически. Они в панике. Очень много людей остаются в каютах, потому что все спят. Все слишком быстро происходит. Когда они начинают видеть воду, проходящую внутрь каюты, уже слишком поздно даже двери открыть. Каждый принимает свою участь в страхе. У каждого этот страх, он выжигается в их душе. Страх воды, страх закрытых пространств, страх беспомощности, когда я осознаю, что меня никто не спасет. Я сам оставлен себе. И безнадежность, которая переходит в другие следующие воплощения. Этот страх, с которым душа уходит, он захватывает, закрывает эту душу. И она как в тюрьме остается.
эта душа уже не свободная. Когда я проговаривала про те сущности, которые пришли, они делали свою работу, они захвачивали эти души, они стали ихним как слуги, как рабы той системы, которая была там. Какой окружающий предмет теперь обретает символическое значение или послание? Не поняла вопрос. Есть какие-нибудь предметы, которые в данный момент обретают какие-то символические значения или какие-то послания, внушают, передают? Есть страх, есть безысходность. Это есть осознание, что никто тебя не спасет. Лодка, она какая-то далекая вещь, которую ты даже не можешь придумать в тот момент. Ну, каждый думает о ней, да? Каждый думает, но она как мечта, которая слишком далеко и не... Я просто застряла там в каюте и никак не могу выйти. Вот На ты счете меня три ты спрашиваешь, оттуда выходишь. Один, два, три. Ты смотришь как зритель, да, как наблюдатель. Я отключаю на счете три эмоциональную составляющую. Один, два, три. все хорошо, теперь я вижу. Мгм. Я бы сказала, 40% людей остались в каютах. Я так слышно, что вообще никто никого не предупреждал. Все пытались, те, которые не спали, не знали, что время, деньги и жизнь. Надо спасаться, пока возможность такая есть. И те, кто первые успели сесть в лодки спасательные, они быстро уходили от корабля. Те, которые приходили позже, они просто стояли и ждали смерти. Кто-то прыгал в воду, пытаясь зацепиться за какую-то вещь или... Но в тот момент люди не были физически очень подготовлены. Те люди, которые там были, вино, ночь, холодная вода, возможность остаться в воде была, выжить в воде. Они были равны нулю. Могли только спастись те, которые были в лодках. И если кто-то пытался зацепиться за лодку, они все его били по рукам для того, чтобы выжить. В таких ситуациях включается инстинкт выживания. Все человечество, человеческое, оно куда-то пропадает. Каждый за себя, каждый за свою жизнь. И
Те, кто в лодке, они осознают, что у них есть шанс. Те, кто не в лодке, они осознают, что шанса никакого нет. Какие слова, не связанные с крушением, ты слышишь вокруг, которые теперь обретают ироничный или странный резонанс? Я слышу очень много криков на помощь, помогите мне. Люди ищут друг друга, они кричат именно людей любимых. Никто не думает о том, что случилось, как это случилось. Они только осознают, что корабль идет вниз. Никто не спрашивает какой-то риторический вопрос. Какой смысл жизни или что теперь со мной будет? Они все знают, что я должен себя спасти. И каждый понимает, сколько шансов у него есть. В зависимости, вне зависимости от финансовых возможностей от того, ты молодой или старый. Все зависит только, где ты находишься, в какой стороне ты находишься, в большом корабле или на маленькой лодке. Там только одна просьба к Господу, чтобы вам помог. Молитвы, крики и вера в то, что может случиться чудо. Какое ощущение времени у тебя сейчас? Оно ускоряется, замедляется, а может быть останавливается? Ускоряется, ускоряется. Тот, который остался в каюте, у него время замедляется. Это ожидание смерти, оно очень долгое. Те, которые наверху, пока есть возможность выжить, есть какая-то еще надежда найти лодку или что-то, на чем можно еще держаться на воде. А времени как-то нету, видишь, что вода поднимается и корабль переворачивается. И ты думаешь, еще немножко. Подожди, мне еще надо несколько минут. Вот тут есть интересное осознание реальности, что в той же самой лодке кому-то время уже идет очень медленно, а для кого-то очень быстро. Это зависит от твоего состояния, в котором ты находишься. Находишься в тишине и в принятии или помешательстве и в тревоге. Так время идет. Те, которые уже на лодке, у них время остановилось. Они просто ждут. Они не знают, сколько времени. Сколько времени прошло, сколько еще будет. Оно просто стоит, как их лодка стоит. Что это было? Это было нечто со взрывом или просто удар тупой? Острый удар. Я бы сказала, взрыв. Взрыв.
Мне бы так вот, чтобы понятно было, рассказать такое, как, знаешь, это, конечно, странный предмет мне показывает, но что-то такое, как шприц. Идет игла, втыкается в, в корабль, и вот потом идет взрыв от этой иглы. И вот тогда все сносит там внутри и пробивает дно. Не то, что что-то пробивает дно, это как очень странно показывает, но вот именно так. Заходит что-то вот маленькое, как лазер может быть и лазер. Заходит, и вот идет взрыв внутри. Мне опять говорит, это какие-то забытые старые технологии, старые страны, старые э, цивилизации, не страны. Что-то, что они использовали. Почему не был слышен взрыв? Никто о взрыве не говорит. Они услышали вот этот стук. Скрежет какой-то. Да, да. Вот опять мне идет лазер, он же не дает никакого такого взрыва, оно просто происходит. Он просто делает свое, делает в тишине. Кто-то был в курсе на корабле об этой операции? Нет, нет. Вообще-то мне идет такое, что вот капитан, сам капитан, он принадлежал какой-то, наверное, масонской ложе, как и все в то время. Люди, которые занимали высокие посты. У него была записана информация, как он должен вести корабль, что должно происходить, но его память была стерта. У него записанная программа, как он должен себя вести, но как он должен все делать и вести себя. Но он не мог вспомнить, когда это все случилось, у него раскрывается память, он осознает, что произошло. И он бежит первый к лодке, чтобы спасаться. Он самый первый. Он бросает все. Но он же не спасся. Это история такая, что не спасся. Для того, чтобы переписать свою участь. Если бы он спасся как капитан, его бы все ненавидели. Когда он спасся как очередной человек из Титаника, он поменял свою жизнь, он поменял все. Он не берет ответственности. Он поменял свое имя и не берет ответственность за то, что произошло по его вине. Это потом история была написана для того, чтобы кто-то смотрел и плакал, что он остался на корабле и смотрел, как люди уплывают, а сам утонул. Я вижу другое. Мне показывает другое. Как физически проявляется паника или высшее спокойствие в твоем теле сейчас? Абсолютное принятие всего, что происходит. Просто наблюдаю и осознаю, что это один большой план.
для того, чтобы даже поменялась вся система финансовая, чтобы поменялась политическая система, даже для того, чтобы начались Первая, Вторая мировая война. Это было очень важно. Люди, которые там были, могли это остановить. Для того это и было все сделано, чтобы их убрать. Они были слишком влиятельные, слишком богатые, слишком знаменитые, чтобы их могло было убрать и по другим образом. Тут было жертвоприношение, которое напитало ту систему, тот план, который раскрывался после того. Этот гавах, который был собран сперва энергетически зашло на максимум через радость и счастье. И потом, когда все рухнуло, пошло в самый минимум, вот этот энергетический, это как энергетическая бомба, как энергетический атом, который дал заряд будущему Земли. На этой энергии происходили следующие события. На том гавахе, который был собран там. Это место непростое, там тоже порталы очень сильно открыты. Как коллективная энергия паники взаимодействует с твоим внутренним состоянием? Я прожила эту панику несколько минут назад, когда Мгм. это все происходило. На данный момент уже все произошло. Я просто наблюдаю за тем, как корабль идет ко дну. Он уже полностью в воде? Ну да, он уже идет. Он как камень идет вниз. Он, он не держится, сразу идет. Такое ощущение, что какой-то вот портал затягивает его. Он просто идет как молоток ко дну. И везде тишина. Мертвая тишина. Что ты чувствуешь в теле в первый момент этой тишины или пустоты после кораблекрушения? Я вижу на тонком плане, как души пытаются подниматься. Они не осознают еще, что они мертвые. Их просто собирает. Собирает как рыбный, Улов. как рыбный улов, да, как сети рыбные, только они энергетические. Через страх, через тревогу, через обиды, неосознание. Эти души, как контуженные, они не готовы идти, они не понимают, что происходит. Их просто ловят. Я даже
замечаю, как вот какие-то столбы светлые тоже поднимаются вверх. Есть души, которые как-то сумели принять, Освободиться. освободиться, да. Но таких очень мало. Мне больше похоже, что люди, которые так и не проснулись, они вот просто вышли из воплощения без страха, и они вот сразу поднимаются. А те, которые с паникой, они их ловят, ловцы душ. Мне так идет. И забирать себе. Да, Какой оставшийся без ответа вопрос о крушении навязчиво возникает у тебя сейчас? сейчас и вот здесь и сейчас, когда я все вижу, у меня все вопросов никаких нет. А что у Я осознаю, людей? Что у людей, которые вопросы, плывут? вопросы начали задавать те, которые остались на берегу, семьи, э, родители, жены, дети, знакомые. Они начали поднимать шум, они начали спрашивать вопросы, они начали задавать вопросы. И вот тогда начали сочинять легенду, чтобы ответить на каждый вопрос так, как надо, чтобы не было э, один вопрос, один ответ, и чтобы не было больше никаких недоразумений. Тут выписался и айсберг, ледокол. Нет, да, айсберг. Айзек. Да, вот тогда виноватых нету. Это просто рука Творца, это рука Бога. Никто не виноват. Просто ситуация такая. А почему корабль, который должен был быть не утопаемый, почему он утонул? Инженеры что-то не так рассчитали. Человеческая ошибка. Может быть, Айбер слишком был большой. Большой, да. А там ночь была, а там туман был, а там кто-то был слишком пьяный или слишком сонный. И историю настоящую никто никогда и не узнает. Люди, которые спаслись, они будут молчать, потому что они хотят забыть то, что произошло, и как они не помогали тем, кому могли помогать. Совесть начинает просыпаться. И каждый раз, если кто-то спрашивает, ты не хочешь ничего говорить для того, чтобы твоя совесть не просыпалась, чтобы тебе не было тяжело. И они начали сотворять тоже легенды, рассказывать, как они кого-то спасали, как кто-то умирал, и они держали их за руку. Они сами начали верить в то, что они проговаривали. Какой последний образ из слова мира ты телепатически получаешь от сознания Титаника? Завершая эту историю. Мне идет, что было больше кораблей, которых так уничтожили. Почему-то Титаник, он получил больше озвучки.
так как именно в нем находились важные люди. И надо было создать легенду, чтобы успокоились родные и близкие. Там было что-то связано с огромной страховкой тоже. Кто-то получил огромные деньги из этого. Это нету тела, нету дела. И это только способ, один из способов. А человеческие жизни, там 1000 людей туда-сюда, для системы это вообще не важно. Для системы важно собрать гавах, энергию страха, энергию обид, страдания. На этом она живет, на этом она правит. И когда система начинает высыхать, когда надо собрать больше энергии, тогда придумываются новые кораблекрушения или войны, или авиакатастрофы. Это очень хорошо проверенные способы быстро убрать ненужных и собрать самый большой гавах. Хорошо, Джулия. На счете 3 отключайся от этой тематики. 1, 2, 3. Мы достигли конца сеанса. Теперь мы отключаемся от всех информационных каналов и потоков, к которым были подключены. Стираем отовсюду все наши следы, энергетические отпечатки и готовимся к постепенному возвращению в бодрое состояние с свежими и полными энергиями в то место, откуда ушли. 1, 2, 3. Я отсчитаю от 5 до 1, и ты позволишь своему разуму проснуться ясным и сосредоточенным здесь и сейчас. 5. Ты чувствуешь, как твое сознание начинает расширяться. 4. Ты чувствуешь, что твое тело становится легче, более присутствующим. 3. Слух и физическое ощущение усиливаются. 2. Твои мысли ясны, как после спокойного сна. И 1. Ты открываешь глаза, полностью проснувшись, с внутренним состоянием спокойствия и жизненной силы, заряженный новыми возможностями. Очень тяжело. Мгм. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогают нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Джулии, чьи таланты открыто сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи. Оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаем вам мира и внутренних открытий. Благодарим. До свидания. Всего хорошего.